Самая опасная локация в мире Last Day и самые сложные боссы. И в этом видео я покажу тебе, как проходить эту локацию голыми кулаками и эффективно. Ну и сразимся с одним из боссов. Новичок без доната в Last Day. Продолжаем. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, и это 200-я серия, но локация лаборатория Генезис. Почему не Бункер Браво? Потому что существует событие Бункер Браво. И вот эту локацию раскладывают даже новички с говнооружием. Лаборатория Генезис — это совсем другие расклады. И тем более, если на хард режиме. Что происходит на хард режиме? Зомби усиляются, и им ничего не отнимает, кроме оружия Генезис. На фулл зачистку надо, грубо говоря, 18-20 стволов. Пока ты их накопишь, это просто обосраться. И вот он лайфхак. Можно всю лабу Генезис проходить лещами, но против боссов тебе потребуются стволы Генезис. И да, не бойся умирать, трупик всегда будет вот здесь, да? Если ты не возьмешь обкаст ва-банк. Об этом мы сейчас попозже поговорим. Давай для начала сразимся с боссом и постараемся его победить. Почему боссы лаборатории самые сложные? Я не знаю, разработчики их такими сделали. У них почти у всех есть скилл Армагеддон. Что он делает? Он тебя просто убивает. Как? Вот просто без вариантов. Ты умрешь, если будешь в области этого скилла. А область этого скилла, ну, очень широкая. Возможность, как от нее увернуться, это кувырок или спринт и выбежать из зоны поражения этого скилла. Когда-то давно можно было купить, сейчас я что-то их не нашел. Кого? Реаниматоры. Умер, но не умер. Получить можно в данный момент в платной версии сезона на 58-м левеле. Вот 2 реаниматора. И что? Ну, как раз на одно прохождение босса. Он 2 раза делает вот эту вот обилку, да? Или 3. Блин, надеюсь, 2. Ой, блин, давно я его не убивал. Так, где еще? Вот здесь в пути выжившего дают реаниматор, да? Пропуск ультра. Короче, это грязь. И чё? Можно без реаниматоров? Можно. Но надо уходить из-под этого выстрела. С этим боссом ты знаком, да? Не стой под струей. Золотое правило. В прямом и в переносном смысле. Золотое. В общем. Вот видишь разрывы проводов. Прям под моими ногами. Посмотри. Вот они, да? Вот здесь можно получить электрический разряд. Вот от этих столбов получишь, когда молния стреляет. Встанешь на воду, получишь ошеломление. Ненадолго, но этого достаточно, чтобы всосать от босса. Плюс 50 урона. И чё? Ну вот. Сражаться надо, не получая электрических разрядов. Босс 1750 хп. Он такой не всегда страшный. Только сейчас, да? Потому что мне такой обкаст выпал, плюс 40% хп. И чё, и поэтому я не помню, на каких цифрах он взрывается. В общем, поехали, ёп, это будет интересно. Не помнишь? Не помню. Черт знает. Когда ты взорвешься, а, дружочек? Вот он. Чё я сделал? Я очень круто, тупо, значит, ушел из-под взрыва. Я должен был кувырком. Да я что-то не сделал кувырок. И чё? Ты понял, да? Попадай под обилку. Не боись. Главное, не под молнию. Блин, ты когда ее взрываться будешь? Не знаешь, нет. Это очень, очень стрёмно, блин. Это был второй взрыв. И будет еще третий. Блин, великолепно просто получается тебе показать, что прекрасно можно и без. Все, опять не знаю, когда взрыв будет. Ждем.
Вот он. Вообще изи, да? Смотри, когда на тебе молния, есть еще один косяк. Блин. Еще один косяк. К тебе повышенный урон. ХП держи прям фулл, да? Слушай, очень красиво получилось показать тебе. Но видишь, рукожоп взял верх и да. А так вообще классно получилось, да? Прям даже изи, без какого-то кипиша. Даже кувырок-то не нужен. То есть, если на максимальной оттяжке. Как? Тоже золотое правило Last Day. Чтобы уворачиваться от обилок боссов, надо, чтобы он тебе дает удар, а ты в этот момент отбегал и стрелял. Как? Ну вот так. Стоишь, ждешь, босс подходит, замахивается обилкой. Все, она уже работает, не парься, она тебя пробьет. Ты убегаешь, стреляешь, убегаешь, стреляешь. Ты раза 3 стреляешь, да? Ну ты сам видел, перемотай. И у тебя есть время спокойно шагом чик выйти из этой, да? Из этой обилки его. Все, повторим. Надо победить все-таки, а потом уже разберем, значит, ближний бой лещами. Вот он, трупик наш ждет, да? Никуда он, ёб, не денется. То есть попыток у тебя безлимитно. Но. Никто не воскрешает нам затраты, да? То есть огнестрел сломал. Все, привет семье. А босс? Босс сейчас полечит фулл хп. И да, у него столько много хп, потому что мне выпал здоровье боссов увеличено на 40%. Вот ты не знаешь точно, когда он взорвется. Оттягиваем его. Почему я не прыгнул? Я не понимаю. Все, теперь мы прыгнем точно. Но все-таки хочется тебе показать, чтобы вообще без прыжка. Потому что, ну, реально это очень классно. Прям аккуратненько, четенько, ёп. Да, попробуем. Все, ждем. Пошла жара. Ждем. Пошла жара. Вообще, да? Просто надо знать цифры, когда взрывается. Вся история. Поэтому, грубо говоря, вот так пестиком по 3 выстрела. Оп. Не взрываемся. Хорошо, ждем. Ха-ха-ха, класс, да? А третью цифру опять забыл ее. Не взрываемся, отлично. Отходим, ждем. Оп, не взорвался. Ждем. Ништяк? Йоу, вообще. А как? Почему? Почему? Ты понял, да? Я словил молнию на этом. Вот, провода-то вот эти, да? А вот она молния, смотри. Бэм! Полтинник и ошеломление. Плюс он повышенный урон. Изи-пизи! Изи-пизи! Пересмотри еще раз. Это просто восхитительно. А кто-то использует, даже прыжка не потребовалось, кто-то использует вот эту штуку, да? На самом деле есть еще один босс здесь, да? И он просто безумный по сравнению вот с этим. Почему я этого называю самым сложным? Потому что этот нам нужен. А гниющий гибрид в первом секторе А1, он не нужен. Он просто, гибрид. Реально. А этот парень нам нужен. Нам нужны с тобой полетные контроллеры. Плюс ты не можешь перейти в сектора Б, пока не пройдешь сектор А вот этого босса. А гибрида можно пробегать. Сосулька на 2-м уровне по сложности. Она была номер 1 в игре Last Day. Практически неубиваемая. Но ее подправили, подкорректировали, она теперь намного проще. У меня, конечно же, есть все ролики, все гайды, как я все это делал. Ну чё, теперь давай разберем лайфхак. Значит, лайфхак работает фантастически. Благодаря вот этой обилочке. Шипы. Единственное условие, нельзя, чтобы здесь тебе выпал дебаф, да, плохой обкаст, вампиризм. То есть они при ударе будут вампириться.
Если выпал, привет. Все. Это антишипы. В остальном, любое что здесь не выпадет, все нормально. То есть, как он работает? Чем больше твоя броня, тем больше наносишь. У меня в данный момент аж 38 брони. Это шикарно. Они себе 38 хп будут снимать. Ты представляешь? А я вот так вот просто лещами буду фигачить. О! Второй момент. Когда ты дойдешь до секторов Б, здесь вампиров много. И это либо ты генезис стволами и будешь их отстреливать, исключительно их, либо тебе нужен апкаст. Какой? Вот как я взял шипы, тебе нужно здесь выбить, значит, апкастик, который не позволяет кожеедам лечиться, да? Я вот выбрал рваные раны, видишь? Они не работают. Раньше они работали, сейчас нет. На хард режиме рваные раны ты не сделаешь, поэтому этот скилл не бери. Что я тебе рекомендую? Первый — шипы. Второй — отключение ловушек. Это во просто. Когда они прокачаются у тебя, эти ловушки, да, они будут еще и урон наносить. Третий, значит, перед секторами Б, антивампиризм, чтобы они не были вампирами. Ну и четвертый, либо пропуск, либо этот паразит, который здесь ползает и дает дополнительную тебе вот эту репутацию. Вот 4 топ-скилла, да, для зачисток. Есть тут также, конечно же, шикарный скилл против боссов исключительно. Властелин-пластилин, короче. Где все эти апкасты включаются. Вот здесь. Вот у меня уже выбита запасная обойма, уборочка, так, и живучесть. Это что? Блокатор. Максимальный запас здоровья противников увеличится. Он не выпадет, никогда не выпадет, если я выберу вот этот блокатор. Ты понял, да? То есть я исключаю его из рандома скиллов. Нафига прокачивать вот эту шляпу? Вот для того, чтобы ты брал больше этих апкастов всяких. То есть 3 вида, да, есть у нас. Значит, апкасты какие-то уникальные, типа как уборка, запасная обойма. Блокаторы, чтобы тебе негативные. То есть есть такой блокатор, никогда не выпадет скилл, у боссов увеличено хп на 40%. И у меня вот этот скилл никогда бы не попал, да, мне. И третья штука, значит, усилители. Усилители, они просто усиляют, да, тебя. То есть ты выбирать будешь только среди блокаторов и среди вот этих скиллов. Если я не ошибаюсь, давно это было, я уже лабу вообще расчехлил, да, только вот за новичка мы балуемся. Так, давай. В общем, это прокачивать надо. Не сразу, но надо. Ну и плюс ко всему ты можешь на будущее сразу заряжать, да. Заряжать надо только водорослями. Ну реально, это полная дичь, травой заряжать или ягодками. Улучшить. Следующий, следующий, следующий. Повторюсь, я тебе рекомендую прям вот как можно быстрее это все улучшить. Я сейчас не могу показать, потому что, видишь, да, откат идет. Но когда откат пройдет, я начну там вот эти вот выборы делать. Репу, соответственно, вот сюда вкидываем. Тик-тик. Когда уровень повысится, будет надпись, что у Евы повысился уровень. На 20-м левеле убийца гигантов. Уменьшает урон, получаемый от боссов. Ну ты видишь, да? А вот это что такое? Я на 10-м левеле просто получу ультиматум в свои ручки. Плюс мне его начнут давать в ящиках. А пока мне его не дадут. На 30-м ты разблокируешь резонаторы. Да, и тебе их будут давать, эти резонаторы. А так тебе они просто, ёп, не выпадут. Так, поехали теперь к лайфхаку. По броне. Значит, ты понял, да? 38 брони, и ты Бэтмен. Это топ броня в игре на данный момент. Как еще можно усилиться, чтобы еще круче? У меня есть наиподробнейший гайд. Я прям показываю вообще дичь. Но если все-таки аккаунт без доната, да, все сложней. Поэтому, значит, второй способ, как можно добавить себе брони, это рыбный рецепт. Я тебе совсем недавно его показывал. Гайд по рыбе и рецептам всем у меня тоже есть. Десяточки брони еще добавляет рыбный рецепт. И еще один момент, третий получается, да? Топ броня, рыбный рецепт и апкаст VIP заправки. Если ты вообще VIP, у тебя есть туда вход. Надо всего лишь второй левел. Ежедневное усиление в лавке стритфуд. Но смотри, там достаточно много апкастов, и шанс, что тебе выпадет именно усиление брони, он мал, короче. Вот, посмотри внимательно. Вот это я прокачиваю лабораторию Генезис.
Видишь, обычный цвет. И такой синенький. Редкий, да? Оружейный мастер у меня уже 2-го левела. Вы можете пользоваться оружейной способностью чаще. Каждые 30 секунд ей можно воспользоваться 2 раза подряд. В общем, не суть, нам надо с тобой антивампиризм, иначе вообще ничего не получится. Вот она! Не бери никогда ва-банк! Ну просто поугарать. Невосприимчивость ко всем негативным эффектам. Однако, ваш труп не сохранится после смерти. То есть, если ты умер, ты все просрал. Лут весь, да? Вот, я не рекомендую тебе это брать, конечно же. Вот она шикарная обилка, новые правила, и она тоже прокачивается. Все ловушки в лабе деактивируются, нанося урон находящимся поблизости противникам, кроме боссов. 2-го левела она просто уничтожает комнату практически. Вот где ловушки, да, там отравленный туман, там электричество, короче, убивает всех. Пропуск, ты знаком с пропуском, хорошая обилка. Повторюсь, ее 4-й финальный берем. Вот она. Лечение зомби сокращается в 2 раза. 2-го левела зомби вообще не лечатся. Это чума, она необходима, если ты будешь килять вот так по лайфхаку, да? И да, кстати, тут же яростный гигант, ёп, есть. Они вампиры. Ну ты видишь, да? Красиво сократили вампиризм их необоссанный. Иначе вообще было бы не пройти. Ну чё, как тебе? Все, уже все прошло, все уже закончилось. Ты видел? Ну чё, как тебе? Еще раз посмотри. А? Красота, ёп. Неописуемая. Подрывник. Подрывник тоже сам себя убьет, но я тебе не рекомендую, чтобы он полностью себя сам убивал, потому что полезут с него говноеды. И чё? Они ее очень больно бьют. Очень больно они бьют. Они тебя прям прибьют в раз. Да? Поэтому придется хотя бы одного вот так снести. Ну ты понял, да? 3. Ну, в принципе, 3 по 30-очке. Сколько получается? Нормально вывозим, да? Ну, то есть вытягиваем, самое главное. В общем, в любом случае, это шикарный скилл. Лещами вся лаба проходится. Но надо делать такой некий симбиоз, да? Потому что, ну, вот прям совсем без генезиса оружия. Блин, можно, ну зачем? Если можно чуть-чуть, да, сделать круче. Чем мы затрачиваем при таких зачистках? Ну, естественно, пока броня, естественно, лечение. Но, повторюсь, ты генезис стволы, ёп, не используешь. Совсем. От слова совсем. Блин, это великолепно. Ты понимаешь, что? Это просто имба. Ё-моё. Опять же, а зачем вообще нужна лаборатория генезис? Если тебе незачем, то и не надо ее проходить. Надо ли вот этих всех говноедов проходить? Блин, ну, как бы, сам смотри, да? Я рекомендую для начала кругом пройтись, да? Забрать 2 ящика топшных, а потом уже по своим возможностям, если что, добивать этих всяких засранцев. Вначале топ-ящики надо выжрать. Ну, соответственно, наша задача с тобой, да, ключ-карты копить. Ну и репутацию. А репутация, вот она, фантастическая, да? А, и еще есть тут один, да, яростный гигант. И чё? Ёп, он яростный гигант. И чё? Ну, ничего. Яростный гигант. То есть он тебе как всёк, ёп, и ты всосал, да? Отвалился сразу. Поэтому да, смотри. Так, вот подрывничок и идеальный расклад произошел. Ну лучше, чем, блин, эти слизняки эти. Ёп, ты надоел. А лещами бить надо? Блин, ты можешь даже взять мясницкие ножи, и будет неплохо. То есть ты будешь этими ножичками отнимать, да? Там по 2, по 3 урона, плюс иногда критовать будешь. Но мы недавно на стриме играли, слушай, я все железо потратил на мясницкие ножи. И что, меня прям жаба теперь, да, душит, чтобы их брать. Нафиг. О, вампир, ёп. Неприятный парень. Неприятный парень.
Вот максимально вообще отвратительный. Вот эту штуку, и видишь, он отжирается на этой блевотине. 38 урона себе наносит. Его надо отводить с этой блевотины. Понял, да? Против них использовать генезис. Смотри сам. Они могут прям ее без конца и края блевать вот это вот. Сложные ребята. Долгие, нудные. Я точно тебе рекомендую генезисы брать в секторе А1. Самый первый сектор. Там засранцы, которые плюют и ломают броню. Это просто капец. Реально. Просто жесть. Ты, блин, заломаешь. Тебе и так брони надо, да? Ты будешь урон впитывать. Так и еще и они будут тебе ломать. Чего отключение ловушек отключает? В первых секторах там электричество и туман. Вот здесь вот это говно отключают. Это что? Это заморозка. Очень быстро замерзнешь и привет семье будет. Короче, блин, такая, знаешь, нужная штука. Нужное отключение ловушек. Так они бы еще и урон получили, кожееды. В смысле. Блин, вообще пушка. Нет, давай еще разик. Чик. Блин, он себя не убил еще, да? Че? Бегу! Твою. Фу, блин. Лечения нету. Слушай, вот так по единичке, ну, в принципе, нет смысла бить. Но, с другой стороны, а что стоять бездействовать? Давай хоть лещей раздавать. Ну, тоже хоть какой-то, да? Хоть какой-то урончик. Ждем. Тут опять же из дыр будут бомжи лезть. Ну, ты видишь, да? Не молниеносно замерзаешь, но замерзаешь. Ёб, как ты бесишь вообще, дружище. Да, это не быстрый процесс. Но я тебе больше скажу. А чё, бункер Альфа ты лещами пройдешь? Вот. Пройдешь бункер Альфа лещами? Что ты вообще можешь кулаками пройти? Ну так вот, по-честному, эффективно. А не просто идиотством заниматься воином из-за угла. Вот. А эту локацию можно. Понимаешь, в чем прикол? Блин, если ты будешь прокачивать лабу генезис, со временем будет намного легче. Вот эта чума, она полностью блокирует все лечение. Вот эти блевотошные тоже не смогут отхиливаться от своей блевантины. Вот, поэтому, да, это такой нарастающий эффект силы. Ты, блин, вот будешь развивать, во будет. Это пока так кажется вообще как-то нереально. Сложно. Будешь развиваться, будет намного круче. Так, что там у нас? Стоять. Вот сюда уходим, да? И вот здесь сражаемся. В одной из комнат будет у нас, ты понял. Вот тут в чем сложность. Тут будет, собственно, тот самый босс, которого я тебе рекомендую отстреливать все-таки генезисом. Ты можешь даже его, ёб, в ближнем бою через лайфхак. Никто тебе не мешает. Но... Блин, это же жесть. Блин, как вот сейчас... Ты понял, да, что мне надо? Ой, блин. Надо убегать отсюда. Вот он, гигант замерзший. Это такой же застранец, как в бункере Альфа. Ладно, бежим через заморозку. Побежал. Бегу, бегу, бегу. Ну, нормально, да? Нормально прошли. Блин, вампир. Представляешь, каждый удар этого гиганта ее потражать, вот это урон. Ёп, он больно бьет, негодяй, блин. Так. Момент истины. Показать, что прикол, смотри. Оу, как это? Не ударил. А это да, это кувырок. Кувырок, он поглощает полностью все. Весь урон в момент прыжка. Ну что, получается? Лаборатория генезис. Блин.
Ёлки-палки, да это локация, ее даже с генезисом проходят, умирают миллион раз. А мы с тобой, блин, вот так проходим. Очень жесткий парень, Джаггернаут. Чё, когда у него мало хп становится, он становится сильнее, короче. У него больше сила атаки, скорость атаки, да? Солнышко на меня светит. И чё? Ну, чё плохого в солнышке, ёп? Я тоже думаю. Вот тут живет тот самый. Вон он, видишь? Блин, сосулька и брат Желтого. И чё? Да блин, жесткий тип вообще. Старший брательник Желтого Снеговика. Очень жесткий парень. Не умираем, блин, не хочу. Джаггернаут разогнался. Все. Не стой под струей! Все, у нас есть время подумать, да? Как мы до такого докатились, значит. Это, да, еще одна прелесть нашего с тобой сейчас стайла. Сейчас сломается броня, так весело не будет. Я еще ни одного ящика в этом этаже не взял. Их 2, не забывай. На каждом этаже 2 чемодана. Блин, ее бесишь. Бесишь этот плевун вообще. Повторюсь, реально, вот его генезисом бомби. Хочешь полностью лещами? Вперед. Ну, только боссов придется, да? Но все-таки лучше симбиозик какой-то. Раздражающий тип вообще. Блин, ёб, ты когда-нибудь остановишься вообще? Да, чуму берешь и все, да? И тебе вообще на все плевать. Ой-ой-ой. А чё? А брони, если нету, что отражать? Да ты чё, ёб, как так обрулил? Их пофиксили, прикинь. Я сам в восторге. Ты понял, чё? Кто бы мог подумать? Я прямо сейчас эту фишку с тобой вместе узнал. Они раньше врезались, как и все нормальные зомби, да? И чё? Видишь, чё? По 10 хп от блевотины отъедается. Жестко? Вообще, блин. А если бы скилл чума не взяли? По 20-очке. По 20-очке. А если тебе еще дебаф такой выпадет, да, и они вампиры, еще 10-25 хп. Все оплевал. Все же оплевал, засранец. Ну ты серьезно? В общем, смотри, да? Вот этих лучше фигач генезис стволами. Блин, это жестко. И что в итоге-то сколько надо будет? В итоге не 20 стволов генезис тебе надо будет, а где-то 6. На фулл зачистку. Блин, ну согласись, да, хорошее количество. Сокращение прям. Так. Вроде нормально все, да? Не бежим. Страшно все выглядит, конечно, но не бежим. Ты видишь, и я вижу. Да зараза ты, блин. Вот этот бил в стенку сейчас. Реально. Паразиты, паразиты. Ой, вы бесящие говноеды. Повторюсь. Вообще-то, это самая сложная локация в мире Last Day. Не жди, что я тебе покажу какую-то ее магию. Я тебе показываю крутой лайфхак. А не так, что пальцем ты оп, и все ее пупали. Пальцем только в носике и в блинчики. Ну ты понял, что мы делаем пальцем. Так. Не полезешь? Не? Мы почти это сделали, ни одного ящика не было. Где они? Я что-то сам пытаюсь ее понять, а где ящики-то? Блин. Бомжи, вы куда чемоданы спрятали? Так. Один упал, второй упал. Берем. Ждем. Ну, по урону, да, иногда получается четко. Вот, опять. Ти-ти-ти-ти-ти, женщина. Блин. Боль. Молодец, блин, садись 5.
Так, идем за ящиками. Ящики выпали в 2 комнатах, я в шоке. Но прежде чем мы идем за ящиками, давай вот сюда. И в чем прикол, значит, в конце брать всякие козырные обкасты? Вначале ты берешь обкастики, которые помогают тебе зачищать лабу. А под конец, которые увеличивают количество карт, репутации и всего остального. Первыми мы берем с тобой, да, шипы. Вторым, допустим, отключение ловушек. Третьим чума. Четвертым карточки. Почему? По всему. Я когда-то уже показывал тебе сборку. Она чуть-чуть другая, но она для хаев. Потому что, да, она для тех, у кого безлимитные генезис стволы. И они не через шипы играют. Через шипы это другое. Ну ты понял, да? Что я сейчас сделал? Оп, и все, и карточки открываем. А так получается этот ящик, да, у нас профуканный. Мне кажется, это великолепно. Чик. И такой же ящик в секторе Б, который мы уже прошли с тобой. А дальше? Ну, дальше можно не двигаться, а можно и двигаться, да. Все-таки дойти до финального босса. У меня плана не было обоих боссов зафигачить. А где карты? Обрати внимание. Класс, да? Че? Отключились. А вы кто такие? А что вы тут делаете, ёп? Это еще один дебаф. Короче. Пополняется видами зомби новыми, да? Лаборатория. Сейчас покажу этот дебаф. Блин, гигант. И чё? Гендиректор существует. Уникальный зомби. Очень редкий. Зовут гендиректор. Попадается именно тогда, когда тебе вот такой обкастик дают, да? Так, убираем, да, сразу лишнее. Нам это не надо. Кто у нас здесь? Ой, отлично. Да? Вот так. Падай. О, хорошо. Прикинь, если бы тут этот пар был, да? Холод этот, вот, ловушка. Насколько сложнее было бы. Да, когда полностью сектор проходишь и открываешь следующий уже сектор, то все ловушки отключаются. Все, 3 ящика в локе. Один скрытый вот этот под пропуск, да? И 2, которые ты достаешь спокойненько. Все имеем. 25 ключ-карт. Ну, то есть, нам надо полностью весь сектор пройти, чтобы ящик открыть. Блин, задолбали, ёп. Реально. Сектор пополняется новыми видами зомби. А если я сейчас пойду в сектор А1, там возбудитель будет. Какой? Зомби. Он их возбуждает, и они вообще не свои. Блин, броня слетела, ёп. Эх, какая боль. Блин, как вы меня бесите, а. Мы вообще... Давай сразу покажу тебе этот рибный обкастик. Вот он, фантастический. Окунь, карп и лососик. Рыбное ассорти. Увеличивает показатель брони. На 10, повторюсь. И тогда будет, да, еще жестче. Вот, казалось бы, всего 10. Ты прикинь, по 48 они себе всекать будут. Блин, это не всего. А вообще разогнать можно. Ну, что-то типа до 60. Я показал тебе, куда ты можешь использовать броню, которая скапливается у нас после бункера Альфа. Потому что все-таки это круто. Ты ценой брони и лечения экономишь генезис стволы. А с генезисами проходить, ну, конечно, легче, быстрее и веселее. Ну, о чем тут говорить, да? Здесь только разве что греет душу, что ты никаких затрат не несешь. Да, закрома-то пустеют. Так, что сейчас у нас тут будет? А, великолепно вообще. Стоишь, просто наблюдаешь, как пацаны всасывают. Сейчас у меня уже не кевлар броня. Уже 30 урона они себе наносят. Всего лишь они 38, да? Но наносят же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че, вот этот снайпер, он вообще самый опасный засранец. Обрати внимание. Я пытался вспомнить.
Я увидел, а не вспомнил. Он, да, это еще один уникум, которого надо самому убивать. Он не бьет в ближнем бою. Видел, да? Он просто стреляет, и отдача никакая не идет. Отдача идет именно ближний бой. Вот так вот. Нюансы. А чё дальше-то пошел? Блин, ты прикинь, я потратил золото. У меня сейчас идеальные обкасты. Зомби сами себя бьют. Ящики дополнительные, да? То есть, по-хорошему, конечно, надо забрать сейчас фул. Вот. Поэтому давай я без тебя доделаю это безобразие. И чё? Ну и покажу тебе волшебный ящик, прокачаем репутацию, мы все-таки так мощно уже накопили. Нифига себе, 9 дисков с данными и 10 бейджев, да? Самое лютое не выпал еще, жесткий диск. Что это такое? Это музыка, когда ты, знаешь, босса, да? Босса-мабосса активируешь. Видишь, вот тут темнота пропадает. И чё? На него у меня нету генезис стволов, потому что все пришлось потратить только чтобы добить эти карты. Закончилось лечение, нормальная броня, соответственно, зомби себя не убивают. Плюс, ёп, тут столько ловушек, столько всего вот в этом секторе. Повторюсь, в топ-сборке, когда ты полностью будешь все проходить, я рекомендую тебе обязательно брать отключение всех ловушек. Показываю вот этот сектор. Вот раз ловушка, да? И везде зомби? И чё? Ёп, это жесть! Вот 2 ловушка, заморозка. Да ерунда. Конечно, ерунда. Тут яростные гиганты бегают, прыгают, скачут. Вот это дичь. Вообще дичь. Дальше мы, к сожалению, не пройдем. Вот эта штука отнимает очень много. То есть она в другом направлении вращается. Ты проходишь вот этот терминал, включаешь, и потом она туда. То есть я могу туда пройти, но обратно уже не выйду. Блин. Вот. Либо много лечения потратить, которого у меня уже не осталось. Да. Там еще пулеметы. Еще одна ловушка. Пулеметы. И чё? Ну и вот. Есть ли резон подобным заниматься? Конечно, есть. Полностью без генезис стволов пройти не получится, но ты потратишь их только на боссов, да? А можно симбиоз, то есть и генезис стволы, и отдача. Вот так вот будет. То есть там плевунов, особо неприятных ребят, да, генезисами расстреливаем. Поехали наш подарок уже открывать. А что, у нас день рождения? Ну, конечно, 200-я серия все-таки. Вот такую вот я решил сделать тебе серию. Я надеюсь, ты уже поддержал видос лайком. А если нет, сделай это прямо сейчас. Да, боль. Я вырезал всю боль, потому что ролик получился бы примерно, 1,5-2 часа. Ну нафига. Но мы это сделали. И вот ты скажешь, ну разве оно того стоит вот ради этого? Ради вот лута? Нет. Ради все в совокупности. Прокачка. Апгрейд персонажа, усиление, да? Ну никак там не ради лута. Ёп, даже ни один жесткий диск не дали, слушай. А как их дают? Как повезет. Ну да, ящик вот такой волшебный. Здесь тебе гранатометы. Повторюсь, репутацию прокачаешь вот до сюда. И здесь будут падать резонаторы всегда. Прям вот в этом ящике, да? И ультиматумы, и т.д. и т.п. Ну, а с тобой был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Не забудь поддержать лайком. Ну и, конечно, подписывайся, если еще этого не сделал. Видосы выходят каждый день. Не пропускай. Не забывай про наш телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, стримов, новости по играм, которые мы играем. Сливы обновлений, уникальный контент, всякий разный выходит каждый день. И только в телеграме Печка ТВ. Ну и, конечно же, чат. Увидимся на стримах. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть сильнее.